8 апреля в Армении стартовала официальная избирательная кампания, в которой принимает участие 8 политических партий и один предвыборный блок. И сегодня мы будем говорить о шансах данных политических партий и блока на победу во время парламентской избирательной кампании, о том, какие партии могут войти в парламент, и, конечно же, о том, как в итоге будут складываться отношения между Арменией и Россией. Результатом обязательно будет коалиция между политическими силами, причем мне кажется, что коалиция в этот раз будет не игрушечная, а совершенно настоящая. Мне кажется, что мажоритарными, серьезное количество парламента возьмут республиканская партия, правящая ныне, и партия «Процветающая Армения». Также в парламент, на мой взгляд, вне всякого сомнения, войдет Армянский национальный конгресс и Дашнак Цутюн. Серьезные шансы на прохождение в парламент имеет партия «Наследие», и какие-то шансы на прохождение в парламент, возможно прохождение в парламент, имеет партия «Страна законности». Мне кажется, что прохождение остальных партий в парламент я бы подверг сомнению. То есть парламент в любом случае от 4 до 6, 4, 5, 6 партий там будет. Парламент будет достаточно трудный. Мне кажется, что более половины голосов, простое большинство, то есть 67 голосов, и тем более конституционное большинство, оно маловероятно. Мне кажется, что республиканцам трудно будет набрать вот такое количество депутатов. Напомню журналистам в Москве, что в армянском парламенте 131 место. Избирательная кампания достаточно оживленная, на мой взгляд. Конкуренция очень серьезная. Ну и последнее в том, что касается позиции Армении по поводу взаимоотношений с Россией после выборов. Я понимаю, что мы разговариваем с Москвой, и есть в московской студии журналисты, которым это особенно интересно, но мне кажется, что эти выборы на взаимоотношения Армении и России никак по-серьезному повлиять не могут, ибо в случае абсолютно всех партий, вне зависимости даже от риторики, хотя и в риторике тоже, в общем, формат нынешних российско-армянских взаимоотношений не подвергается сомнению. В общем и целом, там какие-то мелкие разногласия есть, но в общем и целом этот формат хотят сохранить абсолютно все партии из мною перечисленных. Действительно, ожидать коренного изменения в российско-армянских отношениях нам вряд ли стоит. Прежде всего потому, что Армения находится в той ситуации, в какой она находится. И эта ситуация сейчас имеет тенденцию к обострению. Положение Армении осложняется и в связи с тем, что происходит к югу, в Ираке, Афганистане, на Большом Ближнем Востоке, то, что происходит в Азербайджане, рост той напряженности, которая происходит в зоне Карабахского конфликта, конечно, она требует, чтобы Армения имела твердые гарантии безопасности. Твердые гарантии безопасности может дать пока что только Россия. Несколько лет назад тема эта обсуждалась. В общем-то, многие предлагали альтернативу российским гарантиям безопасности. Но, как показывает опыт, и в том числе опыт 2008 года, чужие гарантии, они оказываются иногда весьма и весьма недейственными. Поэтому сейчас, вот в этой ситуации, совершенно естественно, что среди армянских политических сил нет такого рода самоубийц, которые готовы были бы играть на этом поле ради каких-то возможных, мифических выгод. То, что ситуация действительно развивается интересно, говорит и то, что вот для меня стало знаковым
то решение, которое принято в отношении гарантированного представительства женщин в будущем парламенте. Я не совсем понимаю, как это может быть обеспечено, но вот то, что я читал, 6% гарантировано женщинам-депутатам, во-первых, вызывает вопрос, почему 6%? Все-таки женщины составляют, видимо, немножко больше среди армянского населения. Ну а потом и каким образом гарантировать, скажем, если выберут не 6%, а 5% женщин, то мужчины уступят свое место женщинам, или как это будет происходить? Ну, как бы то ни было, по крайней мере, то, что вот гендерный фактор здесь присутствует, это весьма отрадно. Это говорит о том, что как раз армянская модель современной государственности, я бы не стал говорить об армянской демократии, хотя каждая демократия на Кавказе, она имеет откровенную такую вот национальную окраску, и здесь может быть и как раз армянская демократия, она весьма и весьма ярко выражена. Но то, что она в наибольшей степени продвинута в плане соответствия западным канонам, по-моему, это вполне очевидно. Что касается прогнозов по этим выборам, я думаю, что у нас есть консенсус. Я думаю, что в первую когорту входит, разумеется, партия власти, Республиканская партия Армении и процветающая Армения Абраговат Шаистан. Вторую когорту занимает Армянский национальный конгресс. И третью, я думаю, проходит парламент. Это партия Дашнаков. Что же касается того, на что повлияет итоги этих выборов, я думаю, что главное, на что они повлияют, это то, чтобы выборы были честные. Если выборы будет большое сомнение в их легитимности, это повлияет негативно на стабильность не только армянского руководства, но и на стабильность Армении в целом, то есть на возможность ее отстаивать свою позицию на мировой арене. То есть никто не будет считаться с нелегитимным режимом. Вот. И с одной стороны, попытки уже поставить под сомнение итоги этих выборов, они уже есть. Эти попытки исходят в первую очередь с стороны некоторых сил на Западе. В то же время есть и некоторая, скажем так, неуверенность самого армянского общества в том, что выборы будут в самом деле честные. Я думаю, что Россия заинтересована, безусловно, что выборы были честные, чтобы власть была легитимная, чтобы с ним можно было нормально работать, и чтобы это не было вариант Киргизии или вариант какого-то другого такого вот образования на территории бывшего СССР, где рано или поздно выходит народ на улицы, сметает нелегитимную власть и так далее. Я надеюсь, что этого не будет. Что же касается программ партий, выходящих на эти выборы, и роли внешней политики в этих программах, у меня такое ощущение, возможно, я не совсем в курсе данной ситуации, что вообще программы не очень проработаны у всех партий, выходящих на эти выборы. У меня такое ощущение, что вообще тут больше идет речь не о программах партий, не о борьбе идеологий или подходов, а о борьбе представлений, каких-то таких вот тенденций, даже не личности, а какого-то мировоззрения таких вот, да, вот в таком очень глобальном плане. То есть я не вижу особой разницы между программами основных партий по основным ключевым вопросам. Вот то, что было, например, озвучено на последнем съезде правящей партии, Республиканской партии, стороны президента Армении, ну, назвать это иначе, чем набором общих слов, довольно сложно. Никакой четкой программы действий ни по экономике, ни по политике, внешней политике там не было озвучено, насколько я знаю. Это вызывает серьезные опасения, потому что понятно, что перед Арменией сейчас стоят вызовы не только в плане экономики, они серьезные, но и в плане ситуации вокруг нее. Как уже было сказано сегодня моим коллегой, эти вызовы связаны и с ситуацией южнее, а это кроме Ирака, Афганистана, это в первую очередь еще Иран и Сирия, что очень важно для Армении. И это связано с эскалацией ситуации в зоне Нагорного Карабаха и в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, это еще постоянно висящий такой вот, где-то на горизонте, но все равно висящий, никуда не уходящий вопрос о том, что будет в отношениях между Арменией и Турцией. Вот никакого ответа на эти вопросы я, собственно говоря, со стороны основных сил в Армении не вижу. Как они видят ситуацию вообще вокруг себя и что они, собственно говоря, предлагают. Регион, скажем так, не самый спокойный в мире. Есть опасения о том, что Карабахский конфликт будет развиваться не самым лучшим в мире образом. И есть опасения о том, что ротация власти произойдет таким образом, что с легитимностью будет не очень хорошо. Но я бы к этому добавил, что
года это с 95-го Армения привыкла жить со слабо легитимными правительствами и достаточно адаптировалась к той ситуации, когда у правительства власти вообще нет большой легитимности. Я бы сказал, что соседями Люксембурга и Бельгии Армения не являлась никогда, и регион сложный с самого начала и как минимум достаточно давно. И я бы сказал, что со стороны Азербайджана очень уж мирных заявлений и миротворческой риторики не раздавалось никогда. Ко всему этому Армения привыкла. Ко всему этому правящие элиты адаптировались, они привыкли в этом существовать. Я не думаю, что удастся сделать так, что правительство будет, правительство, парламент и так далее, что элиты, что они станут чрезвычайно легитимными, как бы ни прошли выборы. В Армении с 95-го года не было, если я не ошибаюсь, ни одного выборного цикла, в котором проигравшая сторона признавала бы, основная проигравшая сторона признавала бы победу победившей стороны. Ротация никогда не проходила так, чтобы его полностью принимали политические силы и общество. Я бы, даже если все пройдет самым гениальным образом, чтобы, я не говорю о чистых или нечистых выборах, это отдельный сложный разговор, и я вообще не очень четко понимаю, что это такое. Но вот легитимная ротация и нелегитимная, может быть, сделать шаг, и шаг достаточно сделан, и шаг достаточно большой. Но так, чтобы все общество, при том, что на сегодняшний день социологи показывают сильно больше половины недоверия ко всей политике в целом, что это просто от того, что произойдет 6 мая, резко изменится. Нет, не изменится. Это процесс становления политической культуры, который долгий. Я не предвижу, что Азербайджан может изменить свою риторику, ибо вообще-то она рациональна, та риторика, которая раздается оттуда. Это им нужно. И я бы не сказал, что завтра, наконец, кузнечик запеликает на скрипке, в Афганистане наступит демократия, Иран подружится с Америкой, и из Ирана построится Люксембург. Это все останется. Но вот шаг к тому, чтобы несколько более уверенным чувствовать себя в том фреймворке, да, в тех рамках, которые есть вокруг, шаг можно сделать. Эти выборы имеют значение для того, чтобы прибавить почвы под ногами, так сказать, и армянской элите, и Армении вообще, чтобы идти дальше к президентским выборам и дальше вообще к существованию в этом регионе. Это произойдет не обязательно, но, пожалуй, впервые в армянской новейшей истории шансы для этого достаточно приличны.